Нового духовного лидера Ирана тайно вывезли в Москву. Он проходит лечение в клинике при резиденции Путина. Министр энергетики Соединенных Штатов прогнозирует, что война в Иране закончится через несколько недель, а цены на топливо резко пойдут вниз. Иран рассылает предупреждения об эвакуации в районах Дохи и Дубая в связи с предстоящими ударами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пальцах показал, что слухи о его смерти слишком преувеличены. Меньше месяца до выборов. В Будапеште прошли массовые митинги Орбана и его главного соперника Мадьяра. Когда твой папа, диктатор, Ким Чен Ын вместе с дочерью понаблюдали за испытанием новых РСЗО. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Кувейтская газета «Аль-Джарида» со ссылкой на высокопоставленный иранский источник сообщила, что новый верховный лидер Моджтаба Хаминеи был тайно вывезен в Москву российским транспортным самолетом. По данным издания, он получил ранение во время ударов Израиля по территории Ирана. Сообщается, что из-за травм Хаминеи потребовалась операция и лечение в хорошо оборудованной клинике. По информации источников, операция в Москве прошла успешно, и сейчас он находится под постоянным медицинским наблюдением российских и иранских врачей. Как утверждает газета, лечение проходит в частной клинике при одной из резиденций Владимира Путина. Эвакуация, по данным источников, была проведена в рамках строго засекреченной операции. Помимо медицинских причин, важным фактором стала угроза возможной ликвидации нового иранского лидера. В Тегеране опасаются, что Израиль может установить его местонахождение через слежку за врачами. По данным издания, предложение отправить Хаминеи на лечение в Россию Путин озвучил во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. После обсуждения иранские власти одобрили эту инициативу. При этом официального подтверждения этой информации пока нет. Отмечается лишь, что после 28 февраля Хаминеи не появлялся на публике, а его обращение к гражданам было зачитано дикторами без видеозаписи. На этом фоне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сомневается, что новый верховный лидер Ирана все еще жив, отметив, что пока никто не смог его показать. По словам Трампа, если Хаминеи жив, то ему следует сделать что-то очень разумное для своей страны, а именно сдаться. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью СМИ подтвердил, что Тегеран тесно сотрудничает с Россией. Тем не менее, он не стал раскрывать, передавала ли Москва разведданные о передвижении американского флота Тегерану. Во время прямого включения на американском телеканале CBS он также сообщил, что Иран никогда не просил американскую сторону о перемирии. То же касается и переговоров с Израилем и Штатами. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Тегеран будет обороняться столько, сколько потребуется. Господин министр, президент Трамп заявил в эти выходные, что пока не готов заключить сделку с Ираном, потому что условия еще недостаточно хороши. Его администрация говорит, что эта война может продолжаться еще примерно 3,5 недели. Просил ли Иран о прекращении огня? Нет, мы никогда не просили о прекращении огня. И мы никогда даже не просили о переговорах, мы готовы защищаться столько, сколько потребуется. Именно это мы и делали до сих пор. И будем продолжать делать это до тех пор, пока президент Трамп не поймет, что это незаконная война, в которой не будет победы. И, как вы знаете, гибнут только люди, потому что президент Трамп хочет повеселиться. Повеселиться? Да, он сам так сказал, что они топят корабли и наносят удары по разным объектам, потому что это весело. А министр обороны заявил, что не будет никакой пощады. И это на самом деле военное преступление. Даже подобные заявления — это военное преступление. Поэтому это война по выбору президента Трампа и Соединенных Штатов. А мы будем продолжать самооборону. Это может быть вашей позицией, но, господин министр, для вашего правительства это война на выживание. Разве вам не нужно вести переговоры напрямую или через посредников? Нет, это не война на выживание. Мы достаточно стабильны и сильны. Мы лишь защищаем наш народ от этого акта агрессии. И мы не видим причин говорить с американцами, потому что мы разговаривали с ними в тот момент, когда они решили атаковать нас. И это уже было во второй раз. У нас нет хорошего опыта переговоров с американцами. Мы вели переговоры. Так почему же они решили атаковать нас? Какой смысл снова возвращаться к переговорам?
Имевшийся у Ирана обогащенный уран, где он сейчас? Он под завалами. Наши ядерные объекты были атакованы, и все оказалось под завалами. Конечно, есть возможность извлечь этот материал, но только под контролем агентства. Если когда-нибудь мы решим это сделать, это будет происходить под наблюдением агентства. Но пока у нас нет ни программы, ни плана извлекать его из-под завалов. Господин министр, я вижу, что интернет-соединение прерывается. Хочу отметить, вы разговариваете с нами через Zoom. У иранцев нет свободного доступа к интернету, но у вас он есть. Почему? Потому что я — голос иранского народа, и я должен защищать их права. Поэтому у меня есть доступ к интернету, чтобы донести нашу позицию до международного сообщества. Но интернет закрыт по соображениям безопасности, потому что мы подвергаемся нападению и агрессии. Мы должны делать все возможное, чтобы защитить наш народ. В любой стране во время войны принимаются чрезвычайные меры. Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что война с Ираном может закончиться в ближайшие несколько недель, а возможно даже раньше. Этот комментарий прозвучал на фоне растущих цен на бензин в Штатах из-за начатой войны. Как известно, Иран закрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. По этой причине произошел резкий рост цен на нефть, и как следствие это привело к повышению цен на бензин. Да, я думаю, что этот конфликт, безусловно, закончится в ближайшие несколько недель, возможно, даже раньше. И после этого мы увидим восстановление поставок и снижение цен. Но да, мы прекрасно понимали, что это вызовет краткосрочные сбои. Мы вызовем небольшое повышение цен для американцев. Цены сегодня все еще намного ниже, чем были при администрации Байдена, когда они умоляли, торговались и подкупали Иран, чтобы он вел себя лучше. В середине администрации Байдена бензин стоил $5. Мы надеемся, что на этот раз до этого не дойдет. Но, по крайней мере, это повышение цен на бензин связано с тем, что навсегда изменит геополитическую ситуацию в мире. Все страны мира зависят от продукции, поступающей из Ормузского пролива. Китай занимает первое место в этом списке. Япония, Корея и все азиатские страны — это те страны, куда поступает энергия из Ормузского пролива. Поэтому именно эти страны наиболее непосредственно затронуты этой ситуацией. Конечно, вполне логично, что широкая коалиция стран мира должна работать над возобновлением работы пролива. Но прежде всего сейчас необходимо положить конец, уничтожить способность Ирана проецировать военную силу в регионе и по всему миру. Израильские воздушные силы при сопровождении военной разведки в воскресенье нанесли серию ударов по объектам иранского режима в районе Хамадана, на западе страны. Целями атаки были штабы Корпуса стражей Исламской революции и ополчения Басидж, использовавшиеся для координации действий и планирования операций против Израиля и других стран региона. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что операция последовательно расширяется на новые районы западного и центрального Ирана с целью подавления командной инфраструктуры режима. Иранские источники сообщают, что в результате удара израильского беспилотника ликвидирован Мухаммед Сарлах, командир одного из подразделений штурмовиков «Басидж» в Тегеране. Иран распространил предупреждение о необходимости эвакуации граждан в ряде районов Дохи и Дубая в связи с предстоящими иранскими ударами по целям. В Дубае в иранском предупреждении фигурировал район порта Джебель-Али, крупнейшего порта Ближнего Востока. Одновременно Тегеран упомянул еще два порта – Халифа в Абу-Даби и Фуджейру, заявив, что эти объекты являются законными целями, поскольку, по утверждению иранской стороны, они использовались штатами для ударов по острову Харг. Что касается Катара, официально власти не назвали конкретные районы, ограничившись сообщением об эвакуации ряда зон в качестве временной меры предосторожности. Однако, по данным журналистов, эвакуация затронула части центрального района Мшейреб, где расположены правительственные офисы и офис Google, а также отдельные участки Education City, где находятся кампусы нескольких американских университетов. В ночь на понедельник иранский беспилотник в очередной раз нанес удар по аэропорту Дубая. В районе промзоны рядом с терминалом виден большой пожар. В самом аэропорту объявлена эвакуация. Власти в настоящее время ликвидируют пожар, возникший в результате инцидента с беспилотником в районе международного аэропорта Дубая. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Ирана Масуда Пезешкиана немедленно прекратить атаки на страны региона, в том числе через союзные группировки в Ливане и Ираке. Об этом французский лидер сообщил в социальной сети X. На фоне обострения ситуации Франция намерена сформировать международную коалицию для обеспечения безопасности судоходства в стратегически важном проливе после стабилизации обстановки.
Я только что разговаривал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я призвал его немедленно положить конец неприемлемым атакам, которые Иран совершает против стран региона, как напрямую, так и через своих ставленников, в том числе в Ливане и Ираке. Я напомнил ему, что Франция действует в рамках строго оборонительной стратегии, направленной на защиту своих интересов, региональных партнеров и свободы судоходства, и что недопустимо, чтобы наша страна становилась мишенью. Бесконтрольная эскалация, которую мы наблюдаем, погружает весь регион в хаос, что имеет серьезные последствия сегодня и в последующие годы. Народ Ирана, как и народы всего региона, расплачивается за это. Только новая политическая и система безопасности может обеспечить мир и безопасность для всех. Такая система должна гарантировать, что Иран никогда не приобретет ядерное оружие, а также противостоять угрозам, исходящим от его программы баллистических ракет и его дестабилизирующей деятельности на региональном и международном уровнях. Свобода судоходства в Ормузском проливе должна быть восстановлена как можно скорее. Число погибших в результате израильских ударов по Ливану с начала нынешней эскалации достигло 850 человек. Более 2100 получили ранения. По данным Министерства здравоохранения страны, среди погибших 66 женщин, 107 детей и 32 медицинских работника. На юге Ливана продолжаются боевые действия третью неделю. Израильская авиация нанесла удар по квартире в жилом доме в прибрежном городе Сайда. 1 человек погиб, вспыхнул пожар. Еще 3 человека погибли при обстреле деревни Аль-Катрани. Израильская армия заявляет, что продолжает атаковать инфраструктуру движения Хезболла по всей стране, утверждая, что в Аль-Катрани были уничтожены пусковые установки, с которых готовились запуски ракет. Отдельный резонанс вызвал удар по центру первичной медицинской помощи в городе Бурдж-Калауия на юге Ливана. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате авиаудара вечером 13 марта погибли 12 медицинских работников – врачи, фельдшеры и медсестры. Министр здравоохранения Ливана Ракан Насереддин назвал обстрел медиков совершенно неприемлемым и неоправданным. К сожалению, израильские оккупационные власти утверждали, что машины скорой помощи используются в немедицинских целях. Мы подтверждаем и заявляем, что это неоправданно. Эти машины перевозят раненых и больных, и эти медсестры, врачи и фельдшеры едут в этих машинах, рискуя собственной жизнью. Все международные законы и Женевские конвенции защищают эти транспортные средства, однако они становятся мишенью, и в результате мы теряем мучеников из-за этих нападений. Нападения на медицинские бригады совершенно неприемлемы и неоправданы. Все соглашения защищают эти бригады. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в воскресенье видео, на котором он пьет кофе и беседует со своим помощником, после того, как в сети распространились слухи о его смерти. Поводом стало короткое видеообращение политика, которое вызвало волну конспирологических теорий. На видео Нетаньяху выступает с обращением к гражданам страны. Однако внимательные пользователи интернета заметили необычную деталь. На одном из кадров кажется, что у израильского премьер-министра на руке 6 пальцев. Некоторые пользователи начали распространять слухи о том, что сам Нетаньяху погиб, а видео — подделка. Публикации с подобными утверждениями набрали сотни тысяч просмотров и активно обсуждались на платформе X. Чтобы прекратить эти домыслы, премьер-министр Израиля решил продемонстрировать на камеру, что и с руками. Да в целом со здоровьем, у него все в порядке. Премьер-министр, в интернете пишут, что вы на самом деле умерли. Я без ума от кофе. Знаете что? Я без ума от своего народа. То, как они себя ведут, просто фантастика. Хотите посчитать количество пальцев? Можете показать. Убедились? Очень вкусно. За ваше здоровье. Каким будет послание премьер-министра людям, которые выходят подышать свежим воздухом? Выходите подышать свежим воздухом, но оставайтесь в безопасном месте. И ваша стойкость поразительна. Она придает силы мне, правительству, армии обороны Израиля, Моссаду. Мы делаем то, чем я пока не могу поделиться, но мы делаем это. Наносим очень сильные удары по Ирану даже сегодня и продолжаем это делать в Ливане. Папа Римский Лев XVI во время традиционной молитвы «Ангелус» призвал к немедленному прекращению огня на фоне продолжающейся войны в Иране. Понтифик назвал происходящее ужасным насилием, которое приносит страдания всему региону. Он подчеркнул, что эта война не принесет справедливости, стабильности и мира, к которым стремятся народы Ближнего Востока. Папа также выразил большую озабоченность ситуацией в Ливане, где каждый день проливается кровь. Более 2 недель народы Ближнего Востока страдают от ужасающего насилия войны. Тысячи невинных людей были убиты, а многие другие были вынуждены покинуть свои дома. Я вновь возобновил свои молитвенные соболезнования всем тем, кто потерял своих близких в результате нападений на школы, больницы и жилые районы. Ситуация в Ливане вызывает большую озабоченность. Я надеюсь на пути диалога, которые могли бы помочь властям страны в реализации долгосрочных решений серьезного кризиса, происходящего сейчас во благо всего ливанского народа.
От имени христиан Ближнего Востока и всех женщин и мужчин доброй воли я обращаюсь к тем, кто несет ответственность за этот конфликт. Пусть будет прекращение огня, пусть будут открыты пути диалога. Москва подверглась самой масштабной атаке дронов с начала этого года. Местные власти сообщают о почти сотне беспилотников, которые атаковали город за прошедшие сутки. В местных пабликах сообщают, что атаки на российскую столицу продолжались с 12:30 субботы до вечера воскресенья. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, российская ПВО якобы уничтожила 95 беспилотников на подлете к городу. Росавиация ввела ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. По данным российских телеграм-каналов, дроны были замечены в Троицком округе Москвы, возле центральной кольцевой автодороги, в подмосковных Истрах, Королеве, Дубне, Раменском и Волоколамске. Последняя атака дронов на Москву произошла на прошлой неделе, 8 марта. Тогда Собянин сообщил о 6 сбитых беспилотниках. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его главный соперник, лидер партии ТИСА Петер Мадьяр, провели масштабные митинги в Будапеште в честь Национального дня Венгрии 15 марта и для мобилизации своих сторонников. Орбан после многотысячного марша в поддержку правительства призвал своих избирателей мобилизоваться на голосование, которое он назвал историческим. По его словам, правящая партия «Фидес» должна превзойти свой результат на выборах 2022 года. Премьер также представил предстоящие выборы как выбор между войной и миром, обвинив оппонентов в попытках втянуть Венгрию в войну в Украине. Нам предстоят 28 трудных дней. Мы должны победить так же, как 4 года назад, и даже лучше. Нам нужно больше голосов, чем 4 года назад. Мы должны возобновить наш антивоенный альянс, и 3 миллиона голосов будут не потолком, а порогом. Мы не должны достичь его, а должны превзойти. Мы должны одержать историческую победу, потому что следующее правительство будет нести историческую ответственность. После апрельских выборов нам нужно не волнение, а спокойствие. Спокойные, уверенные в себе лидеры. Ясная голова, хладнокровие, надежные руки, стратегическое спокойствие и опыт. Только у нас это есть. Только Фидес может обеспечить Венгрии безопасность, которая нам сейчас необходима. У нас есть знания, но нам нужны и голоса. Но мы будем усердно работать следующие 28 дней, без компромиссов и без высокомерия по отношению к себе, и тогда мы одержим яркую победу. Такую яркую, что даже Брюссель и Киев смогут лишь моргнуть. И наша бедная река Тиса наконец-то вернет себе уважение. Петер Мадьяр назвал кампанию Орбана «смешной пропагандой». Выступая на площади Героев, он заявил, что Венгрия должна оставаться частью Европейского Союза и НАТО. Мадьяр назвал премьер-министра Виктора Орбана предателем и обвинил его в том, что тот привлекает российских агентов для вмешательства в предстоящие парламентские выборы в стране. Он также напрямую атаковал предвыборный нарратив Орбана, в рамках которого премьер-министр представляет себя гарантом мира и стабильности, а оппозицию как силу, готовую втянуть Венгрию в войну. Дух Орбана — это прошлое. Будущее принадлежит вам, свободные венгерские граждане. Кроме людей прошлого, никто не хочет войны. Давайте все скажем. Мы не хотим войны, мы не хотим войны, мы не хотим войны. Те, кто выберет Тису, выберут трудолюбивую, гуманную, европейскую, гордую, мирную и безмятежную Венгрию. Государственное телевидение Северной Кореи опубликовало кадры, на которых Ким Чен Ын наблюдает за испытательным запуском реактивных систем залпового огня калибра 600 мм. Испытания прошли на фоне ежегодных масштабных военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи. Было произведено 12 пусков. Власти страны заявили, что испытания должны продемонстрировать возможности вооружений и вызвать беспокойство у противников в пределах 420-километровой зоны поражения. На опубликованных кадрах рядом с северокорейским лидером находится его дочь Ким Джу-э, которую наблюдатели называют возможной преемницей. Северокорейские СМИ утверждают, что ракеты поразили цель на расстоянии около 364 километров со 100% точностью. На фоне военной активности в Пхеньяне также открылась выставка, посвященная 80-летию выпуска первой почтовой марки в стране. Экспозиция проходит в Корейском музее почтовых марок. Государственное агентство KCNA показало кадры, на которых посетители рассматривают коллекцию марок, отражающих различные этапы истории страны. Среди экспонатов представлены марки, посвященные политическим событиям и деятельности руководства государства. На одной из них изображен Ким Чен Ын.
Марка была выпущена к 9-му съезду правящей трудовой партии. 15 марта в Казахстане прошел республиканский референдум по проекту новой Конституции, инициированном президентом Токаевым. Голосование проходило на более чем 10 тысячах участков по всей стране. По данным Центральной комиссии референдума, явка превысила 70%, что позволило признать референдум состоявшимся. Независимые наблюдатели и представители гражданского общества сообщили, что голосование на участках прошло спокойно и без серьезных нарушений. Они также отметили соблюдение процедуры и требований прозрачности. Проект новой Конституции предусматривает масштабную реформу политической системы страны. В частности, предлагается преобразовать парламент из двухпалатного в однопалатный орган. Курултай, состоящий из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам. Документ также расширяет полномочия президента, включая право самостоятельно назначать генерального прокурора, руководителей высших судов, Национального банка и главы Комитета национальной безопасности. Кроме того, проект вводит должность вице-президента, который будет назначаться главой государства с согласия парламента и сможет исполнять обязанности президента в случае его отставки или смерти. Критики реформы указывают на отсутствие полноценного общественного обсуждения проекта и возможное усиление президентской власти. На проведение референдума власти выделили около 20,8 миллиарда тенге, что составляет примерно $42 миллиона.